Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре средний немецкий танк 8-го левела, проходная прокачиваемая ветка Пантера 2. Вот такой вот красивый немецкий танк. И уже по сложившейся традиции сначала пойдем поглядим бронирование данного агрегата. А может быть броня тут есть. Сейчас увидим. Итак, наша Пантера, давайте мы ее правильно поставим, вот как-то вот так. Ну и начнем с корпуса. НЛД у нас 60 мм, в приведенке 97, ВЛД у нас 100 мм, да, в приведенке снизу 142, сверху 150, 150. У нас совсем дырявый НЛД, а вот ВЛД, в принципе, как для СТ, уже что-то тут есть. Это такое, конечно, не антитяжи, это анти-СТ, анти-ЛТ, где-то что-то там ромбанем, да, что-то добавим, и может быть где-то что-то зарикошетим, что очень маловероятно в целом. Башня, основная бронеплита 120 мм в переведенке 125, маска орудия 350, 370, жир, вот здесь вот края рикошет, она, видите, вот такая вот, да, если попадете вот сюда, зарикошетит. Но вот здесь, не вот здесь, а вот здесь, да, 136. Кошмар. Так, здесь у нас 60 миллиметров щеки, но они под хорошим приведенным углом наклоне брони. И у нас здесь 178, система пишет рикошет. Лючок дырявый также. Вот. Боковое бронирование 60, 65. Фальшборд. Может ли он танковать от борта? Может, если не перекручивать, но пробивается уже через каток. Вот. Конечно, это танк не про танкование от борта. Вас зачастую, конечно, сюда рвать-то все равно будут. Еще вот эту щеку подставляете. Короче, ну только вот в эти щеки ему стрелять нельзя. И в маску. Все остальное пробивается, в принципе, на вылет. Так, с броней разобрались. Это вам не совок СТ, да. Брони здесь, по сути-то, и нету. Давайте смотреть основные модули. Пушек миллион. Вот миллион. И вот это вот мы сюда на эту пушку даже не вздумайте идти. Вот видите, какое бронепробитие. Вот, соответственно, вот эта пушка тоже мало чем интересует. Видите, альфу, да. Да и бронепробитие такое. Хотя нет, что на основном. Ну, конечно же, даже не стоит тратить очки. Надо идти через башню, идти на топовую пушку. Нас интересует вот это орудие. Вот, 280 альфа, 223 пробитие на основном снаряде, 260 на голде. Заряжается 8 секунд, ДПМ 200. Точность, посмотрите какая, 0,3. Да. Время сведения 2,2. А, кстати, вот на этой типа топовой пушки какая точность? Здесь даже точность хуже, сведение быстрее. Заряжается она, конечно, быстро, но нет, ну нам нужна топовая пушка 9 левела. Вот, топовая башня. А что она нам даст? Она нам даст обзор, она нам даст, и все, по сути. Да. Плюс 10 метров. Рацию качайте. Здесь 710 метров дальней связи, здесь 310, более чем в 2 раза. Это очень важно, тем более, что на топовой пушке у нас танк превращается в снайперский танк, который играется в отсутствие брони издали. Танк крыса, да, такой вот. У него геймплей, и поэтому дальность связи очень важна. Ну и, конечно, про этот танк можно сказать, что он очень медленный. Казалось бы, смотрите, на стойке 650 лошадей, да. Здесь у нас 700. Можно рассчитывать где-то процентов 5-7 подвижности. Он даже на топовом двигателе, вот этот танк, не едет, даже с турбиной. Он очень квелый, медленный. Вот, конечно же, топовую ходовую тоже прокачивайте. По поводу полевой модернизации. Значит, а что нам нужно? Это нам точно нафиг не надо. А вот скорость поворота ходовой, вот это будет полезно. Теперь касаемо орудия. Так, сейчас все это закроем. Что нам лучше? У нас сведение, в принципе, комфортное, 2 секунды. Точность тоже невероятная, 0,28. Но мы ее можем сделать еще более точной или не можем. Или, ну, мы с места-то особо стрелять не будем. Мы такая СТ сзади. Остановились, выстрелили, выцелили по засвету союзников, поэтому лучше плавающий прицел. Здесь антибликовую маскировку фар. Вот вторым слотом берем разведку, себе увеличиваем обзор, дабы пригодиться. Касаемо оборудования.
Собрал стандартный комплект, стандартный для СТ на 8 уровне, поставил турбину, и, честно говоря, даже турбина этому танку подвижность не сильно помогает. Поставил просветленку, поставил досел важно. А вот вместо просветленки, может быть, можно даже поставить, поскольку мы все-таки танк, который из засады дерется, да, позади спин наших союзников, можно поставить сюда улучшенный прицел, можно поставить даже вентилятор. Вот, могут зайти вместо просветленки. Попробуйте так и так. По снарядам, основной снаряд у нас ББХ летит, извините, 1150, комфортно. А вот голда у нас подкол, летит почти 1500 метров в секунду. Ну, ребят, учитывая нашу точность и такую скорость полета снаряда, сами понимаете. Вот. По снаряжению ремка, аптечка, огнетушитель автоматический. У нас в составе членов экипажа есть радист. 5 членов экипажа, перки вы сейчас наблюдаете перед собой в табличке. Вот. По УВН минимально комфортный присутствует минус 8. Вот. По ХП 1500, и это жир. Да. По мобильности 60 вперед, 23 назад, и это с турбиной. Но да, вы скажете, о, да она 60 ей. 60, чтобы ее разогнать, я не знаю, надо через всю карту проехать. Вот, а тогда только она их наберет. Ну не едет ни хрена, это Пантера. Вот, по незаметности. Стандартные параметры у меня просто перк здесь не прокачан вовсе у экипажа. По обзору у нас 459 метров, что вполне себе годно. Вот, по плюсам и минусам танка. Основные минусы — это отсутствие брони и слабая подвижность. По плюсам, соответственно, в принципе, у нее неплохая незаметность, хороший обзор, интересная пушка, скорость полета снаряда, точность, сведение. Все, пушка комфортная, 100%. Вот такие вот плюсы и минусы. Отправляемся в бой, щупаем Пантеру, на что она способна. Погнали. Так, попали в сетап к семеркам. Обзор боя Пантера 2, средний танк. Немецкий 8 левела. Проходная прокачиваемая ветка. Видите, какой у нас длинный ствол. Да, типа снайперский танк. Вот, и сейчас нам что-то на нем надо будет тут делать хорошее. Вперед нам в упор ехать никакого смысла. По причине отсутствия бронирования. Будем держать всех, стараться на расстоянии. Вот. План такой. Бой начинаем. Начинаем бой. Вот, попали. Снайперский, значит. Не наврали. С упреждением не получилось. Слушайте, перебили всех ЛТ у них. Это очень здорово. Меняем диспозицию. Там лево. Надо лево выпушить. И забирать зеленку. Вот сейчас Скорпион ступит, да? Что-то я близко подтянулся. Есть пробитие. Давай еще раз высунься, я тебя... Ну? Вот видели, какая точное орудие? В щель закладывает, да? Белки в глаз практически. Вот
не попали. А говорят, точная пушка. А пушка обманули, получается. Получается, обманули. Так, а стоп, а что у них ЛТшка жива? Да, кстати. 3 ЛТ-то, я 2 думал. Так. Куда это я стрельну? Ну ё-моё. Как я так промахнулся? Тихо, тихо. О, видишь? Началось тут. ЛТшку надо брить. Не даст. Вот. Вот, все. Теперь опять наступаем. ЛТ-вода нету. Все. Где там Лео? Вот. Точная пушка все-таки. Есть попадание. Вот уехал. Давай назад. Но тут победа. Настрелять, правда, что-то не сильно получилось. Хорошо, много. Ну ё-моё, засветился он как нехорошо. Так, стой. Ну давай назад выезжай. Не хочет. Ну, как такой рикошет? Что за рикошет? Не, ну пушка все равно достаточно точная. Закладывать с такого расстояния в щель в эту. Извините. Все надо ехать уже, что полный хп. Сиськи мне. Сейчас хелкат рвать буду. Ну, вот не стыдно, сколько мы тут не стыдно. Подвижность единственная, сами видите, какая. Практически как на тяжелом танке. Ну что это мы там едем до 50 нищих. А они все вон там в углу. Все, больше не настреляем. Ну это турбослив опять же у врагов. Сами видите, счет 13-5. Переигрывать ничего не буду. Подвижность танка видите, точность пушки я вам показал. Брони, я вас уверяю, в нем нет. Рассчитывать прям на броню не приходится. Поэтому подвижность. Больше всего в этом танке расстраивает подвижность. Башня достаточно резво крутится. Вот, точность пушки хорошая. А вот подвижность как для среднего танка. Все. Вот такой. Вот этот Пантера 2. Ничего лишнего здесь не скажешь. Или лучшего. Да. Еще подвижности бы ему, танк был бы огонь тогда, да, чтобы он быстренько ездил, да, то что это он еле это передвигается. Итак, ребята, у кого есть в ангаре такая тачка, конечно же, пишите свои комментарии для ребят, которые только качают эту машину. Какое вы используете оборудование? Я вот дефолт стандарт поставил, а может быть сюда лучше прицел поставить, не знаю. Улучшенный, да. Вот, конечно же, ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. По 5-бальной системе машине ставлю уверенную 3. Да, хорошее орудие, безусловно. Но у вас все равно нету
брони в башне хотя бы, да. И у вас прямо на турбине, честно говоря, люто хреновая подвижность. Поэтому тройку больше эта Пантера не заслуживает. Тяжело на ней разыгрывать, учитывая такую подвижность. У нас сейчас кто рулит брендами? Это УВН у танков и подвижность танков. Даже на тяжелые танки ставить турбины и что только не делают. А у нас средний танк нифига не едет. Так что всем пока, до скорых встреч. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.